В этом видео я покажу, как сделать очень мощный электрошокер. Ну а в конце мы его испытаем на нашем подопытном. Совместно с компаниями AOC, HyperX, Prestigio объявляем супер крутой квест. Ты можешь выиграть гарнитуру, клавиатуру, монитор и даже ноутбук. Найди все вопросы от брендов на просторах YouTube. Подробности в конце видео. Для сборки нам потребуется найти несколько запчастей из старой техники. Шокер мы будем собирать по схеме АК-22. Первым делом спаяем умножитель, который выпрямляет ток и значительно усиливает разряды. Высоковольтные конденсаторы и диоды я достал из умножителя старого телевизора. Паяем конденсаторы по паре. Дальше нужно спаять диоды. Анод диода должен соединяться с катодом другого. И так все 4 штуки. Складываем все в бутерброд и паяем. Средним выводом будет подключаться вторичная обмотка трансформатора, а крайним выход на высоковольтные контакты. В качестве высоковольтных контактов подойдут штыри от сетевой вилки на 220. Извлекаем их и немного затачиваем. Корпус, как вы уже догадались, будет сделан из канализационной трубы, и умножитель будет встроен в заглушку. Просверливаем отверстия под высоковольтные контакты. Вау, как устрашающе выглядит. Дальше подпаиваем умножитель к высоковольтным контактам и монтируем это все в заглушку, после чего нужно это все залить эпоксидной смолой. Разводим эпоксидончик, фиксируем умножитель и заливаем. Пока наш умножитель сохнет, приступаем к изготовлению трансформатора. Трансик я взял из старого блока питания компьютера. Нужно разобрать трансформатор и снять старую обмотку. Чтобы снять сверлит с трансформатора, подогреть его паяльником на максимальной температуре в течение 5 минут, после чего можно будет легко разъединить половинки. Также нужно извлечь все контакты. Теперь берем провод в лаковой изоляции диаметром 0,3-0,5 мм и отмеряем на каркасе трансформатора 5 витков. В результате получаем размер нужной длины для намотки. Первичную обмотку мы будем мотать двумя шинами, по 5 проводов в каждой шине. Складываем 2 такие шины и мотаем 5 витков. После чего скотчем прокладываем изоляцию в 10 слоев. Дальше нужно взять провод потоньше, диаметром 0,1 мм, и мотать 1000 витков вторичной обмотки. Между каждым слоем вторички нужно прокладывать по 5 слоев изоляции скотча, чтобы трансформатор не пробило этим злым напряжением. Вторичка намотана, и теперь установим феррит и соединим половинки с помощью суперклея. Для надежности я дополнительно стяну половинки изолентой, а также произолирую обмотку трансформатора. Первичная обмотка имеет 4 выхода, 2 из которых нужно соединить вместе. Начало одной обмотки с концом другой, прозвонить их можно легко мультиметром. Должно получиться вот так. Благодарим за идею для видео канал Святослав Вульф. Он очень похож на наш. На нем вы найдете много интересных самоделок с электричеством. Ссылка в описании. Из того же старого блока для ПК я демонтирую радиатор, на котором спаяю мультивибратор для шокера. Отрезаем лишний кусок радиатора и устанавливаем мосфеты. Это такие полевые транзисторы, мощные очень. Между корпусами мосфетов и радиатором нужно проложить изоляцию, чтобы мосфеты корпусами не контачили друг с другом. По схеме паяем мультивибратор, и вот что должно получиться. Теперь сделаем аккумуляторную батарею из 3 элементов 18650, чтобы получить 12 вольт. Приклеиваем 3 элемента вместе, после чего паяем их последовательно. Все, почти готово. Осталось установить это в корпус. Отмечаем нужную длину и лишнее отрезаем. Проделываем отверстие под выключатель и кнопку Fire. Подпаиваем к кнопкам провода. К центральному контакту первичной обмотки паяем провод, который будет подключаться к плюсу аккумулятора, и хорошо изолируем все. Приклеиваем трансформатор к умножителю. Подпаиваем провода и красиво все укладываем. Подпаиваем один из выводов кнопки, минусовой контакт к мультивибратору, а также подключаем трансформатор первичной обмоткой.
Устанавливаем все в корпус и подпаиваем аккумулятор. Фиксируем аккумулятор на клей. Также не забывайте приклеить кнопку. Лишний клей можно убрать лезвием. Ну что, давайте проверим, что у нас получилось. Очень сильные разряды. Давайте проверим, сможет ли он зажечь лампочку на 60 Вт. О, ничего себе! Как видите, лампочка горит ярко. А значит, мощность здесь действительно не маленькая. Нужно протестировать в реальных боевых условиях. Ребят, может не надо? Чувак, ты чё? Ты чё, чувак, может не надо? Больно, чувак, как видите, шокер и правда очень мощный. Вот такой вот злой шокер у нас получился. Встречайте призы. Ноутбук Prestigio, матовый Full HD экран, повышенная прочность клавиатуры, высокая производительность, бесшумная работа и быстрый старт. Гарнитура HyperX Cloud Silver. Это алюминиевое оголовье серого цвета, легендарное звучание и гарантия 2 года. Механическая игровая клавиатура HyperX Alloy FPS. Супер качество и надежность. Гарантирующая ресурс в 50 миллионов нажатий. Монитор AOC. С ним вы забудете про разрывы и размытие изображения в играх. Готов к таким призам? Найди все вопросы и заполни Google форму в описании. Мой вопрос. В каком году был изобретен первый ELT монитор?